Три фактора для финансового роста. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Кудрявцева Кристина, я психолог, также основатель и руководитель Европейской школы психологии. И эту тему меня заставил поднять один из вопросов, который я получила от вас в своем инстаграм-аккаунте. Вопрос был следующий. Как попасть на обучение в вашу школу, в Европейскую школу психологии, если туго с финансами? И, в общем, размышляя про то, как ответить, я решила записать это видео и поделиться теми тремя факторами, которые, как мне кажется, по моему опыту, по моему наблюдению, важны для того, чтобы ваши финансовые дела шли вверх. Что такое деньги? Да, давайте подумаем, что такое деньги. Если символически, то мы можем сказать, что деньги — это, по сути, очень честный ответ от мира, да? То есть это нам такая обратная связь от мира про то, насколько я являюсь ценной для других. Или насколько то, что я произвожу, то, что я делаю, ценно для других. Вот деньги — это понятный ответ. Очень такой честный, прямой, не всегда приятный. Но это тот критерий, на который мы можем точно опираться. Насколько ценно то, что я отдаю в мир, или это менее ценно. Вот. С этим можно спорить, с этим можно соглашаться, не соглашаться, но если мы принимаем эту концепцию, жизнь становится проще, и наш путь к деньгам становится сильно понятней. Вот, потому что мы начинаем думать в этой категории, как я могу больше давать, как я могу давать, возможно, это что-то другое, что-то более ценное, более востребованное. То есть мы как будто поворачиваемся лицом в сторону рынка, в сторону потребностей рынка. Неважно, у вас свой бизнес или вы наемный работник, да, но все равно вы что-то даете. И вот это что-то оценивается либо в X, либо в миллион X, да. И когда мы вот так вот смотрим, повторюсь, можно спорить с этой концепцией, но если мы ее принимаем, она нас разворачивает лицом к потребностям других людей, и мы начинаем видеть путь, как мы можем увеличить, в общем-то, свое финансовое благосостояние. С точки зрения психологии, да, если мы принимаем вот такую концепцию, что деньги — это обратная связь от мира, насколько большую или небольшую ценность вы даете в мир. Что здесь может с точки зрения психологии не работать? Первое, вот если ответ, обратная связь от мира негативная, денег у вас мало, да, значит вы даете мало ценности. Что может быть не так? Первое, вы работаете не на своей ведущей психофункции. Да? И, соответственно, вы не можете дать классный результат, потому что я об этом много говорю, у меня есть вебинары, семинары на YouTube-канале моем, да, где я рассказываю про психофункции, про то, что у каждого человека есть одна ведущая психофункция, там нейронная проводимость в 100 раз выше, и значит, человек, когда работает на своей ведущей функции, а ведущая функция дается от рождения, она не меняется. Если человек работает на своей ведущей функции, он в 100 раз эффективней, нежели когда он работает на своей низшей, то есть такой неразвитой функции. У каждого есть ведущая и низшая. Так вот, если вы не работаете на своей ведущей функции, вы не можете дать, такого, знаете, гениального результата. То есть в лучшем случае, прикладывая невероятные усилия, вы будете, вы будете доползать до среднего уровня. Вот так вот. И если ответ мира, обратная связь от мира для вас, она негативная, то есть денег мало, обратите на это внимание. Используете ли вы свою ведущую функцию в работе? Второй момент. Смотрите, что еще важно, ведущая функция — это не значит, что вам надо работать там или юристом, или бухгалтером, или слесарем и так далее. Нет, можно в любой профессии просто по-другому строить свою работу. Вот более подробно все это в курсе будем разбирать, уже совсем скоро у нас стартует курс в Европейской школе психологии, курс по типологии личности. Вот там полностью будем учиться себя типировать и учиться жить максимально на своей ведущей функции, так, чтобы давать миру ту ценность, которую вы можете дать, а каждый из нас может дать очень много, и, соответственно, получать взамен хорошие, достойные деньги за это. Следующий момент, да, что хочу проговорить, это
То есть первое, человек не дает достаточную ценность, потому что работает не на ведущей функции. Второй момент, человек не умеет донести свою ценность другому человеку. Это тоже вопрос фальсификации, когда идет подмена ведущей функции. Тогда человек обесценивает внутри себя то, в чем он реально силен, и старается себя демонстрировать, вести себя, предъявлять не таким, какой он есть на самом деле. То есть, опять же, он задействует низшую функцию. И другие люди его как будто бы не видят. Да, вот часто клиенты говорят, что, девушки говорят, я как будто бы невидимая для мужчин, хотя там красивая и так далее. Но вот это момент того, когда человек демонстрирует себя другим, чем он есть на самом деле. И люди это считывают на бессознательном уровне. И такой человек не привлекает партнеров, не привлекает работодателей, не привлекает покупателей, и, соответственно, денег нет. Это второй момент. Он тоже решается через возвращение своей ведущей функции, через опору на свою ведущую функцию. Третий момент. Это человек и производит ценность, и, в общем-то, доносит свою ценность, но делает это не системно. Вот это очень интересно. И касается этот пункт, смотрите, первые два пункта касаются зарабатывания любых денег. Вот. То есть если они у вас не простроены, эти два пункта, то денег будет мало, и будут даваться они достаточно тяжелым трудом. Да? Надо будет много энергии, чтобы их получить. Третий пункт. И смотрите, если речь идет о каком-то просто росте дохода, давайте так, не знаю, там какую-то планку сделаем там до 1 000 000 рублей в месяц, да, то есть хорошие деньги, такие вот, не сказать, что это супер большие деньги, то первых двух пунктов достаточно. Если вы хотите действительно большие деньги, то тогда обязательно третий пункт. Системность. Что такое системность? С точки зрения психофункций, это функция мышления. Вот если вы хотите действительно больших денег, смотрите, что такое большие деньги? Большие деньги – это большой бизнес. Да? Вам нужна большая компания. Что необходимо, чтобы существовала любая большая компания? Необходима системность. Не бывает большого несистемного бизнеса. Или он бывает очень короткое время, потому что он умирает. Разваливается компания. Так вот, если вы хотите больших денег, у вас большие амбиции, вам обязательно надо прокачивать свою системность. Другими словами, свою функцию мышления. Вне зависимости от вашего ведущего психотипа. Как это делать? Это можно, смотрите, два пути. Можно прокачивать свою, можно брать себе в команду людей и достраивать эту системность. Об этом более подробно мы будем, опять же, на курсе говорить. Если вам интересно, приходите. Я думаю, что вы для себя возьмете очень много важной информации и сможете это внедрить в свою компанию, например, да, в принципе, в свою жизнь. И вот этот третий пункт, это как раз ингредиент необходимый для зарабатывания больших денег. Вот. Поэтому, если это ваша цель, то тоже добро пожаловать. Под видео будут все ссылочки, вы можете ознакомиться с условиями курса. У нас уже в группе 260 людей, вот, поэтому группа собирается классная, интересная, присоединяйтесь. На этом все, с вами была Кудрявцева Кристина, до встречи.